Раки, здравствуйте! У нас прогноз на ноябрь. Давайте посмотрим, что у вас будет происходить в ноябре. Таро нам покажет ситуации, вашу семью, дом, отношения, работу, карьеру, бизнес, финансы, поездки, образование. Кипер нам покажет сюрприз, неожиданность. Еще будут советы от оракулов. В конце расклада на Таро будет расклад на Таро Акаши. Ну, для тех, кто интересуется. Настраивайтесь, пожалуйста, на расклад, подумайте о ваших планах. Может быть, у вас есть какие-то проблемы, ситуации. Мы сейчас посмотрим, что нам покажут карты. Раки, ноябрь. Что вас ожидает? Первая карта у нас — это ваш дом, ваша семья. Что у вас будет происходить? Вторая карта — это сфера чувств, эмоций, отношений. Так, наверное, мне надо повыше. Иначе у меня не войдет. Так, я надеюсь, вам видно. Профессиональная сфера. Денежные вопросы. Как интересно, у нас тройка и двойка. Поездки, образование для кого-то важно. Совет, предупреждение от Таро. Очень много жезлов у вас. Будет очень активный месяц. И 2 короля. Угу. Хорошо, ну давайте посмотрим. Дом, семья, туз жезлов. У кого-то здесь может быть дорога. Это может быть переезд. Все-таки у нас здесь вот десятка пентаклей. Может быть, у кого-то решается вопрос с недвижимостью. Вы переезжаете. Но туз жезлов, да, это жизнь на новом месте. Опять все это на фоне дома. Может быть, кто-то здесь покупает, например, недвижимость. Или кто-то начинает строить дом. Или вот вы купили недвижимость, а там еще, может быть, нет ремонта, отделки. То есть надо еще что-то там вкладываться. У кого-то здесь может быть зачатие. Да, дорога-то может быть связана не только с переездом. Может быть, кто-то в какую-то поездку поедет. Может быть, вы в отпуск отправитесь всей семьей. Ну, давайте мы этот туз уточним. Потому что у нас туз, двойка, тройка. То есть вы что-то начинаете. Потом у вас есть выбор в деньгах. И тройка, да, это уже мы расширяемся, планируемся. Но это у нас профессиональная сфера. Может быть, кто-то начинает какой-то семейный бизнес. Причем не одно направление, а несколько. Давайте мы уточним. Тут у кого-то зачатие. Да, смотрите, солнце. Тут реализация каких-то ваших планов. Опять же, кто-то, может быть, получает предложение руки и сердца, готовится к свадьбе. Также здесь что-то связано с детьми, какие-то радостные известия. Может быть, ваш ребенок, не знаю, куда-то поступит или сдаст удачные экзамены. У кого-то зачатие. У кого-то поездка, может быть, всей семьей вот куда-то в жаркие страны. Ну, в ноябре поедете на солнышке погреться. Но также это вот что-то связано с недвижимостью. А что у нас на дне-то было? Рыцарь мечей. Помощь от кого-то. Рыцарь мечей всегда говорит о каких-то неожиданных известиях, сообщениях, или вот нам нужно куда-то прям срываться в дорогу, причем очень быстро. Пробить какой-то кордон, да, вот эти границы, которые закрыты. Но кто-то вам помогает, может быть, какой-то пожилой человек. Здесь может быть неожиданное получение наследства для кого-то. Вот десятка пентаклей. Поездка-то зачем? Да, это может быть переезд с места на место, а может быть известие приходит, что да, рыцарь, как правило, неожиданно или что-то такое не очень. То, что нас вот взволновывает или тревожит. Ну, может быть, человек вот боролся с болезнью, да, и не справился. Вот пожилой какой-то человек, может быть, тот, кому вы помогали.
Или тут вот именно вот это вот сообщение приводит к тому, что вы получаете помощь. Ну, давайте посмотрим отношения. Здесь ложится король пентаклей. Ну, если меня смотрят женщины, может быть, это ваш супруг. Это или человек земной стихии, телец, дева, козерог, или может быть мужчина, который занимает очень прочное положение. Это может быть свой бизнес, или он занимает какой-то руководящий пост. Это может быть что-то связано с деньгами, банковская сфера, недвижимость, стройка, сельское хозяйство. Вот то, что стоит на земле. Если вы в поиске, то это может быть знакомство с таким человеком. Еще это может быть помощь. Помощь от такого человека. Мы смотрим отношения, эмоции, любовь. Давайте мы уточним этого короля. Ну, тут может быть исполнение желаний этого короля. Да, вот кто-то получает предложение руки и сердца. У кого-то решается вопрос с недвижимостью. У кого-то новая любовь и очень большие перспективы. Тут еще может быть любовь через интернет. Может быть, вот человека где-то далеко от вас. Для мужчин это может быть поддержка от какого-то ресурсного человека, чтобы вы могли воплотить в жизнь ваши планы. Может быть, это человек, который вас с кем-то познакомит. Как таковое не легло. Но в любом случае здесь какие-то очень перспективные надежды, хорошие проекты. Но вот при помощи вот этого короля. Хорошо. Профессиональная сфера, здесь тройка. Здесь какие-то перспективы появляются. Вот я говорю, здесь опять вот, может быть, для мужчин вот этот король куда-то вас приглашает. Может быть, это работодатель. Вот куда-то уехать. Или эта сфера связана, например, с интернетом. Это расширение контактов, это может быть какие-то договора, сделки, перспективы. Может быть, начало еще каких-то новых направлений в вашем бизнесе, в карьере. Конечно, для кого-то здесь продвижение по карьерной лестнице. Также это может быть заключить какой-то крупный договор, получить заказ. То есть карта показывает в вашей работе в бизнесе продвижение, может быть, удача там в коммерции, в торговле. Вот опять что-то с иностранцами или что-то с интернетом связано. Ну еще вот здесь у вас в деньгах двойка. То есть это когда человек думает вложиться, не вложиться, расшириться. Может быть, это сделать или это. Здесь еще очень много сомнений. Получится, не получится, получу, не получу. Может быть, здесь по деньгам человек ждет какого-то приглашения. Вот опять земной шар. Это может быть уехать куда-то, вот кто-то вас вызывает. Это может быть получить новую работу. Или может быть в деньгах вложиться во что-то. Карта говорит, если уберете сомнения, вложитесь, то вас ждут хорошие перспективы. Конечно, эти деньги могут быть связаны, например, с выбором недвижимости или ожидание получения, например, решения суда, получения наследства по деньгам. Вы пока не можете ничего действовать, пока не дождетесь каких-то результатов. Только потом вы начнете эти деньги вкладывать в работу, в профессию, в какие-то свои проекты, планы или в свой дом, в свою семью. В конце, так, сейчас не в конце, а ваше образование или поездки. Ну, здесь у кого-то переезд. У кого-то может быть переезд связан вот, с сменой места жительства, у кого-то переезд может быть связан с получением хорошей работы в какой-то крупной компании, может быть даже зарубежной, вот как мы здесь видели. Если вы чему-то учились, то по десятке говорит, что вы уже близки закончить какое-то образование, может быть, получить какой-то опыт, курсы. Для кого-то, может быть, это занятие духовными практиками, потому что десятка пентаклей – это духовное наполнение. Совет предупреждения у нас ложится король жезлов. Как совет карта говорит, вам пора начинать менять свою жизнь. Научитесь распознавать препятствия на вашем пути и умело их преодолевать. Вот сейчас по королю жезлов вас будет переполнять энергия, энтузиазм, и вы с легкостью можете справиться с любой задачей. Но это что-то касается ваших домашних дел, карьеры, бизнеса, финансов или каких-то крупных планов. Для мужчин иногда карта показывает
времени вступления в брак или роль, связанная с отцовством. То есть у кого-то здесь рождение малыша. Хорошо, давайте для вас посмотрим сюрприз, неожиданность на Кипере для раков. Ноябрь месяц. Какой вас ждет сюрприз или неожиданность в ноябре? Здесь вот от зрелого мужчины, вот у нас был король пентаклей, идет помощь в каком-то вопросе, над которым вы очень много работали. Это может быть именно связано с бизнесом, с работой. Это то, что вы делаете руками. Но это что-то свое. Здесь идут перемены. Может быть, человек, вот как мы видели, вы с ним заключаете какое-то партнерское соглашение или бизнес-партнерство. Это может быть или связано с работой, или у кого-то здесь помощь от этого человека с переездом. Может быть, вы вступаете в брак, вот мы видели, да, там брак, старший аркан Солнца. Человек помогает вам обрести свое собственное жилье. Да, бедность может говорить или проблемы со здоровьем, проблемы с работой, с бизнесом, или вообще отсутствие работы. Или бедность с позиции того, что нет своего жилья. То есть идет помощь вот от этого человека. Хорошо. Советы от оракулов. Раки. Ноябрь. Для раков совет. Ох, пентакль у нас здесь ложится. Да еще прямой. Так, сейчас. Сейчас у вас есть возможность заявить о том, чего вы действительно хотите, чтобы в дальнейшем иметь возможность воплотить это в жизнь. Увеличьте силу своего намерения путем работы на физическом плане, чтобы привнести истинную магию в свою жизнь. Ну, а еще пентакль мы понимаем, да, это или предложение о хорошей работе, это когда нам на руке дают какой-то очень хороший шанс материальных возможностей. Это получение наследства или, может быть, решение вопросов с недвижимостью. Так, может быть, подарок какой-то. Раки, совет от королевы Луны на ноябрь. Self-reflection – это самоотражение. Карта говорит, углубитесь внутрь себя, чтобы спокойно осознать, кто вы есть и чего вы хотите. Чем больше вы узнаете самого себя, тем лучше вы сумеете управлять своими мыслями, чувствами, эмоциями. Но также будьте готовы к получению каких-то новых ощущений, знаний, новых верований и новых путей в вашей жизни. Так, хорошо. Теперь давайте посмотрим прогноз на Таро Акаши. Раки, ноябрь. Что нам хотят сообщить хранители хроник Акаши для раков на ноябрь? Да, делайте ссылку на то, что это расклад общий, но какую-то информацию вы здесь получить можете. Иногда, когда мы смотрим этот расклад и думаем, да это вообще не про меня. Но мы не можем знать и предугадать, что нас ждет в будущем. А в хрониках Акаши это уже все записано. Это хроники нашей судьбы. Раки. Энергия ноября для вас. С какой энергией вы войдете в ноябрь из октября?
Что у вас будет происходить? Первая декада, вторая декада, третья декада. И энергии, с которой вы выйдете в декабрь из ноября. Энергии, с которой вы входите из октября в ноябрь, здесь у вас ложится шестерка свитков, карта называется The Sands of Time, пески времени. Она у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, что солнце уже садится. У человека очень много планов, идей, какие-то, может быть, проекты. И перед ним стоят песочные часы. То есть они очень быстро сыпятся, и человек понимает, что у него мало времени для реализации. А вот когда карта переворачивается, то она показывает, что солнце только-только встает на горизонте. То есть у вас есть больше времени, чем вы думаете. И вам сейчас не стоит спешить. Вот та задача, которая перед вами сейчас стоит, она может от вас потребовать большего изучения, углубления в детали, исследования, обдумывания и выполнения. То есть она может занять все время, которое вам необходимо. То есть даже вам сейчас, может быть, не стоит сразу приступать к решению этого вопроса, а еще более тщательно это исследовать, обдумать, спланировать. А может быть, связаться с другими людьми, которые помогут вам. Поэтому карта вас призывает сейчас расслабиться, не спешить. У вас больше времени, чем вы думаете. Первая декада ноября, здесь ложится 10-й старший аркан. Карта называется The Light of the World, это свет мира. Она у вас прямая. В прямом положении мы видим, что старый мудрец с нимбом и с фонарем стучится в дверь. А молодой человек дома занят своими домашними житейскими делами и не слышит этого стука. А это никто иной, как ваше божественное существо пытается получить немного вашего внимания. Да, может быть, у вас сейчас очень активная жизнь, но у вас есть возможность перейти к более высокому осознанию. То есть для вас наступает время открыть ваше высшее Я, его мудрость и силу. Это ваша душа, это ваше вечное существо, которое сейчас подходит к вам, и только вы можете открыть эту дверь. Карта говорит, через медитацию, обучение вы сейчас сможете овладеть вот этой огромной силой, любовью и видением. Входя внутрь, вы можете сделать каждый день священным. И вы можете внести вот эту великолепную силу в ваш мир, изменяя вашу жизнь навсегда. Вторая декада ноября, мы здесь видим шестерка силы, карта называется The Waterfall, это водопад, и она у вас прямая. То есть мы видим, что огромный водопад падает вот в это прекрасное озеро. И в прямом положении эта карта напоминает вам о вашей невероятной личной силе и поддержке вас в раскрытии вашей внутренней силы. Знайте, что вы являетесь генератором во Вселенной. Сейчас у вас есть способность формулировать любую ситуацию так, чтобы она вас вознаграждала и продвигала вашу жизнь вперед и дальше. Вот так же, как этот водопад, ваша личная энергия никогда не останавливается. Ваша жизненная сила, она бесконечна. Она исходит из вашего вечного прошлого и течет в ваше безграничное будущее, как бы растягиваясь во Вселенной. Для вас сейчас время глубоких мыслей и даже глубочайших эмоций, а также расширения вашей духовной энергии. Используйте сейчас вот эту возможность, используйте эту энергию для решения ваших вопросов, а также используйте вашу силу, которая всегда течет. А вот третья декада ноября, здесь у вас ложится единица силы. Карта называется Дакаши Филд, это поле хроник Акаши, но она у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, что вот поле, в котором идет вот это движение энергий. Это вот как северное сияние.
Когда карта ложится перевернутая, она показывает, что вот в третьей декаде ноября вы можете пережить какой-то кризис, или вы можете испытать какое-то огорчение, враждебность. И какая-то ситуация может завести вас в тупик. То есть ваши волнения, паника начнут расщеплять вашу энергию и вызывать вот эту неистовую вибрацию. Но вам нужно знать, что Вселенная еще доступна для вас. Вот это вечное вдохновение всегда вибрирует вокруг вас. Но пока вы не успокоитесь и не обуздаете вот эту эмоциональную напряженность, вы будете как радиостанция, которая настроена на неправильную частоту. Потому что вот поле и мир наполнены возможным решением тех самых проблем, которые вас так будут расстраивать и огорчать. И в третьей декаде ноября вас призывает остановиться, сделать шаг назад и попытаться по-новому взглянуть на вещи. Это еще может быть очень целесообразно взглянуть на влияние прошлых жизней, потому что они также вибрируют в поле Акаши. И энергия, с которой вы выходите из ноября в декабрь, здесь ложится у нас единица свитков, карта называется он-трек. Он-трек по пути, на пути, но она у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, человек собрал вещи, у него в руках билет, он занес ногу на порожек поезда, у него уже паровоз дымит. То есть он уже готов отправиться в путь. Но в самый последний момент он обернулся и увидел указатели, которые показывают другие направления, а он их как бы не рассматривал. Когда карта переворачивается, она может показывать, что ваша двойственность или ожидание идеального времени могли вас задержать. У вас могут возникнуть проблемы с принятием действий в определенном направлении. Может быть, из-за замешательства, нерешительности или бездействия. Это может быть противоречивое отношение к некому пути в вашей жизни, во взгляде на проект, отношения, направление в карьере, а может быть даже на ваше местоположение. Но для вас сейчас наступает время уже принять это решение. Скорее всего, есть какое-то руководство, которое вами движет. И карта говорит, только от вас будет зависеть довести этот проект или это решение до конца. Но так как мы второй видели, что вот такая нерешительность у вас может возникнуть с финансами, это может быть с карьерой. Вложиться, не вложиться, открывать новые направления, не открывать, переезжать, не переезжать. Здесь карта говорит, что от вас будет требоваться принятие этого решения. Но мы этот расклад уже посмотрим в декабре. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. А я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего.